Приветствую зрителей и подписчиков канала. Все сказанное здесь является личным суждением либо фантазией автора и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Я никого не стремлюсь оскорбить и ни к чему не призываю. Риhanna Диаманты. Когда мне дали раньше этот клип, я была не готова к его разбору. Сегодня будет много интересного, и снова Египет. Диаманты. Сегодня удалось предугадать, так же, как удалось предугадать в фильме «Темный город» на стене 6, большое 6 и указатели. Я спросила, здесь будет Посейдон, а дальше в следующем же кадре магазин «Нептун», аквариумы и рыбки. Буквально сразу же здесь я посмотрела и сказала: история Цереры. Потеря Цереры. Здесь должен быть символ белое и лежать. И вот я смотрю, жду, что-то нету, где же белое лежать. Первая минута пошла, вторая. И в конце еще и на воде, Концовка, кадр удаляется, такое безжизненное лицо. Удаляется кадр, показывая, что Луна улетает туда, в космос. Сейчас Церера находится в поясе астероидов. Напомню легенду. Этот сюжет распространенный, это снимают действительно часто, наверное, надо знать. Задайтесь вопросом, почему об этом ничего не говорят интуитивные. Цереру преследовал Посейдон. Чтобы убежать от него, она превратилась в лошадь. Тогда он тоже превратился в коня и догнал Цереру. От их союза родились кентавр и нимфа. Имен не помню, кстати, пора освежить в памяти. Тут в прямом смысловом ряду в греческих легендах лучше не пытаться увидеть ничего. Надо видеть сухо символы, что упомянутое. Что нового я увидела в этом клипе? Нового. Пожары, очень много огня, горит роза. Роза горит. Вот, показывается расставание. Невозможно удержать, не получается удержать, и руки расцепляются. Вот два коня бегут. Этот момент, где руки уже не держат друг друга. И пожары, были обстрелы, где-то был огонь. Может быть, там был на Церере, может быть, тут, может и там, и тут. Вот это для меня было новым. Что подтвердилось из предыдущих находок по этой истории. Бежит босая женщина, она оглядывается. Вот так, персонаж Риhanны бежит и оглядывается. Угроза со спины. В клипе, напомните мне, Гримс. Там тоже тема Цереры, у нее была голая спина, и она держала за спиной меч. Угроза со спины. Здесь босиком голые ноги и оборачивается. Угроза со спины. Черный цвет со стороны черного космоса, может быть. То есть в момент, когда это произошло, я задаюсь вопросом, Церера была ближе. Я сужу по тому, как показывают два небесных тела, а Церера в 3 раза меньше Луны примерно, но на кадрах она выглядит как половина от Луны, то есть она была ближе, где-то в 2 раза. Почему-то показывают лунное затмение на таких моментах. Лунное затмение, то есть Луна в соединении с Солнцем, а Церера, возможно, вот с той стороны, ближе к оппозиции. Где-то в наших датах, в типа праздниках, должно быть отмечено, на каком знаке зодиака это произошло, в какой период это произошло. Я имею в виду, в какой астрологический знак Церера улетела. По идее, там должна быть ассоциация. То есть новая огонь, обстрел, подтвержденная угроза со спины и уходит в черный космос и отдаляется. Из неразгаданного, из совсем неразгаданного, желто-голубая символика тут. Сколько этому клипу? Лет больше 10.
Да, я посмотрела, клип выпущен 10 лет назад. Желто-голубая символика, но что меня здесь смутило, здесь желтое сверху. Осколки желтое сверху. Сейчас в фильме Wednesday, там тоже время от времени вот именно такие же оттенки показывались желто-голубой символики и всегда желтое сверху. У кого такой флаг? Вы видите, здесь мусор, здесь все разбито, побито. В принципе, вот лампа лежит упавшая. В принципе, это могут быть те события, что уже произошли в 22-м. И все-таки желтое сверху. Угон Цереры. Наверняка это было большой трагедией. И что делает Луна, чем она значима для жителей поверхности. Когда это произошло, это было точно до эпохи живописи, а эпоха живописи – это 2000 лет. Может быть, это не так уж и давно, но где искать про вторую Луну? Ясновидцы эту историю вообще в упор не видят, а вот эти посланники, которые, как Пенни Брэдли, были похищены, от них идет информация, от них идет, что на Луне, на Церере и на Марсе рабство. В каком статусе Церера сейчас, то есть, вероятно, ее еще не отбили. И заметьте, это небольшой список, и Луна – это напавший объект, на Марсе война. Именно в этом небольшом списке Церера упоминается, понимаете, Церера. И она же в этой легенде. И предположительно она вот так из клипа в клип сюжет. В общем, такой пример, где мне удалось предугадать. Не знаю, правильно ли я распутываю сами символы, но сам факт того, что пакеты символов одни и те же не обнаруживаются вот так постепенно. А теперь немножко про Египет. На кулонах в Древнем Египте, в Новом Царстве, люди носили персональные амулеты, как и сегодня. На этих амулетах изображались разные боги, надписи и святые надписи. В конце надписи добавлялась либо омега буква, иероглиф Хора Багдадского, или омега и солярная тетта. Две священных буквы добавлялись в конце святых слов, святых имен. Или солярная тетта. Как эти буквы звучали бы сегодня? О, омега, солярная тетта, тогда звучало, возможно, Т, но сегодня эти имена, аналогичные имена, мы читаем ее в значении Ф, Афон, Афина. От имени Атон, бог солнца. То есть сегодня это могло бы звучать или О, или Ов. Обратите внимание, украинские фамилии распространенные, с двумя типами окончаний есть, которые заканчиваются на О и которые заканчиваются на Ов. Ищенко, Кащенко или Ов. Именные. И Ов объясняется, что там окончание принадлежности, потому что отвечает на вопрос «чей?» Антонов. Чей? Но, допустим, Ов мы объясним, но как мы объясним О? Мне это похоже на параллель с тем Египтом. И то, что было на амулетах написано у древних людей, то теперь просто написано в фамилиях, в документах. Также еще интересная находка на кулонах с богами. Под изображениями или рядом писали буквы ИАО. ИАО. В одном из предыдущих роликов мы уже разбирали это очень интересные находки, как переводятся, возможно, альфа и омега, что это из Египта восток и запад, залы Амонти и иероглиф Хора Багдадского. Запад и восток, загробный мир.
Что означает ИАО, пока что загадка. Может быть, где-то найду. У разных богов, там где амулеты разные боги, и одна и та же надпись ИАО. Но эти же буквы настойчиво повторяются в апокалипсисе, прямо повторяются. Я есть альфа и омега, начало и конец. Альфа и омега. И в нашем языке и А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, что осталось на трубе. Кто-то оставил нам в том числе эту загадку. А и Б. Так и здесь альфа и омега, правда, не та последовательность и должна быть в начале. И все-таки здесь в нашем языке упоминается и. Еще одна интересная находка, параллель. Почему с петухом ассоциировали хора Бехдетского? Потому что один из символов сокол, его изображали с двойной египетской короной. Произошел очередной курьезный случай, когда исконный смысл и название утерялись. Аксессуар начали называть гребешком, а с гребешком может быть только одна птица. И я когда-то определила, что Исида сидит и стульчиком изображают Сириус А. Нашла это. И тогда же я предположила, что сесть в тюрьму, именно сесть, может быть любой другой глагол, что это специально подобранная такая лексика. И тогда у кого-то из зрителей могло возникнуть недоверие, что это просто совпадение. На самом деле, вот вам еще один символ, который показывает, что те ассоциации с Египтом действительно почему-то перешли в тюремную лексику, в тюремный сленг. Очевидно, обычные заключенные не могли такое сделать сами. Наверняка обнаружится что-то еще. Наверняка кто-то это внедрил специально. Он, очевидно, посвященный и, очевидно, враждебный к той идеологии, к тому прошлому. Вот мы видим широту охвата. Пока что эти находки еще не накопили такую массу, чтобы быть совершенно очевидными. Кто-то может предполагать, что автор придирается и специально группирует так факты. И все-таки мы видим масштаб влияния Египта. Вот он славянизм и наша речь. Вот он английский алфавит и английская речь. Там тоже есть интересные параллели. Как минимум такой масштаб. На кулонах изображали льва с телом змеи, существо с телом змеи и головой льва на амулетах. И таковые символы упомянуты в апокрифе от Иоанна. А в Китае когда-то проводились праздники, посвященные праздник дракона, но там тело змеи, голова льва. Те праздничные конструкции, которые выносились на улицы. То наследие, оно оказало огромное влияние, огромное. Очень велика широта этого влияния, но сегодняшний Египет, казалось бы, должен был бы быть наследником того влияния. Сегодняшний Египет – это просто одна из стран. В общем, та культура была, и ее влияние такое, что она осталась буквально в каждой букве. Она в буквах осталась. Сегодня нам очевидно, что мы очень многого не знаем об этом влиянии, о том периоде. И по этой теме много не разгадано. Становитесь спонсором канала. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.